Здравствуйте, друзья! Давайте сошьем небольшой и милый сувенир к празднику. Похожих зверушек мы делали в кружке мягкой игрушки в Ленинградском дворце пионеров. По одной выкройке получались разные персонажи – собачки, зайчики, коты. Отличались они ушками и хвостиками. Предлагаю вашему вниманию доработанную идею из моего детства. Распечатайте или перечертите выкройку. Она нарисована на обычном тетрадном листе, одна клетка половина сантиметра. Переведите ее на плотную бумагу или картон. Для работы понадобится искусственный мех на трикотажной основе, трикотажный велюр или флис для мордочки и нижних лап, фетр для ушей и верхних лапок, лоскутки хлопчатобумажной или вискозной ткани с мелким рисунком, красный фетр или кожа для язычка, небольшая бусина для носа, бубенчик или колокольчик, акварельные карандаши для тонировки, 2 готовых глаза для игрушек или 2 черные пуговицы на ножке и кусочек пластика или клеенки для подглазников, наполнитель для игрушек холофайбер или синтепон, ножницы, нитки, иголка, кусочек плотного картона для донышка. Выкраиваем все детали. Если вы занимаетесь с детьми, работу можно упростить, сделать уши и верхние лапы одинарными из фетра, а нижние лапки не делать вовсе. Вместо шитья банта повяжите ленточку. Мы будем шить зайчика, а кот делается по такому же принципу и отличается только формой ушей и хвоста. Деталь головы повернем изнаночной стороной вверх и соберем швом через край на сборку. Он похож на обычную сборку, но с каждым стежком мы перекидываем иглу через край детали, набирая по несколько стежков на иголку. Нитку подтягиваем, но не закрепляем. Набиваем голову наполнителем. После набивки затягиваем и закрепляем нитку. Деталь мордочки собираем на сборку таким же способом. Из синтепона сворачиваем продолговатый комок и вкладываем внутрь мордочки. Величину комочка подбираем по размеру на глазок или на ощупь. Нитку затягиваем и закрепляем. Перетягиваем мордочку этой же ниткой посередине, делим ее на 2 одинаковые щечки. Находим участок на шарике голове, где меховой ворс направлен вверх, делим его пополам условной горизонтальной чертой. В середину этой черты прикладываем и пришиваем мордочку.
Из красного фетра вырезаем язычок без выкройки на глазок. Снизу головы выводим иголку под мордочку, под нитку перетяжки и пришиваем язычок одним стежком. Иголку вытаскиваем над мордочкой. Закрепляем нитку и прокалываем мордочку, отступив от головы на половину сантиметра. Здесь пришьем бусинку нос. Наметим 2 точки для глаз на сантиметр выше мордочки. В каждой точке сделаем утяжку, чтобы создать углубление для глаз. Теперь пришьем глаза. Меховой ворс подстригаем вокруг глаз кончиками ножниц. Детали ушей складываем попарно изнаночной стороной наружу и сшиваем петельным швом. Короткую сторону, обозначенную на выкройке пунктиром, не зашиваем. Ушки для котика сшиваем таким же способом.
Выворачиваем ушки на лицевую сторону с помощью незаточенного конца карандаша. Ушки складываем вдоль пополам и закрепляем складки парой стежков. Находим середину верха головы и пришиваем ушки. Деталь туловища складываем вдоль пополам и сшиваем прямые стороны петельным швом по изнаночной стороне. Меховой ворс во время шитья заправляем вниз, внутрь детали, чтобы он не вылез сквозь шов. Выворачиваем туловище на лицевую сторону и вкладываем в его верхнюю часть комок синтепона такого размера, чтобы он не проскочил через верхнее отверстие, а заткнул его. Собираем низ туловища швом через край на сборку, нитку пока не закрепляем. Набиваем туловище полностью. Нитку подтягиваем и оставляем отверстие чуть меньше размера донышка из картона. Делаем закрепку. Обтягиваем картонное донышко. Деталь обтяжки собираем по краю на сборку. Вкладываем внутрь донышка, нитку затягиваем и закрепляем.
Обтянутое донышко пришиваем по краю к низу туловища, закрывая отверстие. Нижние лапки собираем на сборку и набиваем так же, как мордочку. Нитку затягиваем, закрепляем и перематываем лапку на 3 части в 2 местах. Пришиваем лапки спереди туловища, сразу над донышком. Пришиваем голову к туловищу. Сначала приметываем крупными стежками, потом пришиваем более тщательно. Следим, чтобы голова не перекрутилась и мордочка оказалась над передней частью туловища. Складываем попарно верхние лапки из фетра. Сшиваем детали лапок петельным швом, оставляя отверстие для выворачивания. На выкройке оно обозначено пунктирной линией.
Выворачиваем верхние лапки на лицевую сторону. Лапки набиваем маленькими комочками синтепона, затем зашиваем отверстие потайным швом или через край. Ниткой обозначим на лапках пальчики. Сначала сделаем 2 точечные утяжки, а потом покажем ниткой границы пальчиков. Границы между пальчиками затонируем мягким акварельным карандашом. Сделаем тонировку и на нижних лапках. Верхние лапки пришьем к туловищу методом нитяного шарнира ниткой в 4 сложения.
Хвостик для зайчика собираем на сборку, набиваем и пришиваем внизу спинки. Если вы шьете котика, то его хвост складываем вдоль пополам, сшиваем по изнаночной стороне и выворачиваем. Хвост кота можно не набивать. Основную деталь банта складываем пополам лицевой стороной внутрь и сшиваем. Я сшиваю по-быстрому швом вперед иголкой, потому что этот шов не несет никакой нагрузки и не будет виден внутри бантика. Деталь банта выворачиваем на лицевую сторону. Соединяем внахлёст незашитые края банта и закладываем складку. Фиксируем ее несколькими стежками. Подгибаем на изнаночную сторону края середины банта и накладываем деталь на центр основной детали. Короткие края детали серединки сшиваем вместе. Бантик пришиваем к верхней части туловища зайчика. К бантику пришиваем бубенчик. Тонируем щечки и лапки зайчика пудрой, натертой из красного карандаша. Акварельным карандашом подкрасим область вокруг глаз, чтобы взгляд игрушки стал более живым, выразительным.
Зайчик готов. По желанию можно пришить к нему шнурочек, и получится игрушка на елку. Мастер-класс для вас провела Татьяна Капранова. Если урок вам понравился, ставьте лайки, комментируйте и подписывайтесь, если еще не подписались. Ваша поддержка для меня очень важна.